Привет, друзья! С вами Олег Шпагин. Сегодня мы с вами будем рисовать графики в нашем мобильном приложении на Python с использованием фреймворков Kiwi, KiwiMD. Если вам нравится такой контент и вы хотите больше такого контента, то поддержите этот проект. Нажмите на кнопочку «Спонсировать», либо перейдите по ссылочке в описании к этому видео. Итак, давайте приступим. Вот такое мобильное приложение мы с вами будем делать в течение нескольких уроков. Смотрите, есть вот такие вот закладочки здесь. Здорово. Да, есть вот такое меню. Также можно поменять язык и поменять тему. Ну, довольно интересно, мне кажется, мобильное приложение. Мы с вами уже достигли вот таких результатов. Смотрите, есть закладочки. Смотрите, пока что они пустые. Нам необходимо нажать на кнопочку вот на эту button 1 для того, чтобы здесь появилась какая-то информация. Конечно, в следующих видео мы с вами избавимся от этой кнопочки, и эта информация будет автоматически здесь отображаться. Сегодня мы с вами научимся рисовать графики в нашем мобильном приложении. То есть отображать здесь, например, график платежей. Смотрите, в таком виде, либо в таком, как чарт. Или вот так вот. Ну, довольно классно. Заменим наши квадратики на такие графики. Давайте приступим к сравнению нашего кода. На прошлом уроке мы с вами остановились на файле номер 16. Сегодня будем двигаться дальше и рисовать эти графики в нашем мобильном приложении. Так, ищем следующее сравнение. Вот, первое сравнение. Смотрите, box layout мы с вами добавляем. И добавляем чекбокс. Чекбоксы interest, чекбокс principal. Вот эти элементы, смотрите, внизу добавляем interest и principal. То есть вот сюда, вот в эти позиции добавляем сюда описание нашего графика. Так, хорошо, смотрим ниже. Что еще поменяется у нас с вами? У нас с вами поменяется функция drawGraph. Раньше она рисовала у нас с вами просто прямоугольник. А теперь она будет рисовать не только прямоугольник. Смотрите, вот, видите, да? Но также будет у нас с вами высчитываться эти все платежи еще раз. И в цикле будут дорисовываться вот эти элементы нашего графика. Столбикового графика. Хорошо, эту функцию запоминаем. Так, листаем ниже. Это закомментировали. Так, тоже закомментировали. И вот, пожалуйста, мы с вами очищаем наш график, а потом вызываем эту функцию с указанием ID-шника нашего графика, где рисовать, и с параметрами. А show canvas trace мы с вами закомментировали. Окей, давайте так и сделаем. То есть мы с вами добавим функцию и поменяем вот здесь вызовы. Также мы с вами добавим вот эту информацию в наш KV-файл. Смотрите, вот сюда вот. То есть расположение вот этих элементов в box layout, в горизонтальном, и чекбоксы добавим. Canvas поменял здесь немножко цвет, тоже можем, в принципе, изменить. Хорошо, это у нас с вами закладочка номер 3. Так, ищем закладочку номер 3. Смотрите, 17 файл. Так, закладка 2, закладка 3. Вот она закладочка. И ищем это расположение элементов. Так, вот оно, чекбокс. Чекбокс мы с вами расположили вот здесь вот. Давайте скопируем вот эту часть, box layout, с этим графиком, с ID графиком, и вставим наш код. Так, идем в самое начало в наш KV-файл. Вот сюда, закладочку номер 3 ищем. Tab 2, Tab 3. Вот он, box layout. Так, закладочка 4 пошла. Вот эту часть мы с вами заменим. Ctrl-V. Так, проверяем. У нас с вами отобразится вот этот canvas, да, уже с таким цветом и с такой прозрачностью. И ниже расположится в box layout, в горизонтальном расположении, вот эти чекбоксы. Давайте перезапустим наше приложение, проверим, что это появилось. Смотрите, здорово. Interest, Principal появились. Ну и, конечно, такая вот заливочка. Так, здорово. Теперь давайте скопируем функцию. Листаем ниже, ищем следующее различие. Вот функция drawGraph. Мы с вами ее просто всю скопируем. В принципе, вот с этими расчетами вы легко сами разберетесь. Здесь ничего такого сложного нет. Ссылочка на расчеты, вот эти, приложена в этом коде. Так, листаем ниже, ищем функцию drawGraph. Так, Ctrl-F. Напишем drawGraph. Отлично, вот она функция. Мы ее просто всю скопируем с вами. Вот до сюда. Ctrl-C. Ищем здесь drawGraph. Вот она, функция. И здесь мы с вами ее заменим. Ctrl-V. Здорово. Дальше у нас с вами меняется вызов этой функции. Листаем ниже, смотрим.
Закомментировали все принты, чтобы они не нагружали нам вывод на экран. И вот вызов функции. Смотрите, canvas trace мы с вами закомментировали, вызов функции. Сделали очистку этого графика, то есть каждый раз при новом перерасчете у нас с вами график будет перестраиваться. И вызываем эту функцию drawGraph. То есть вот эту часть можно скопировать. Но давайте мы скопируем всю вот эту часть calc_table, потому что вот здесь вот мы с вами должны поставить комментарии, чтобы очистить наш вывод на экране в консоли. То есть самая последняя функция calc_table. Листаем ниже. Вот она, calc_table. Так, просто ее всю копируем. Вот так вот всю скопируем. Ctrl-C. Идем ниже. Ищем calc_table. Вот она, calc_table. И всю ее заменим. Ctrl-V. Отлично. Смотрите, вот эту часть мы закомментировали. И вот этой командой мы с вами очищаем наш canvas с айдишником graph. Потом вызываем эту функцию. Давайте запустим наш код на выполнение. Так, окей. Нажимаем на эту кнопку button 1 для того, чтобы наш график с вами перестроился. Смотрите, график перестроился. В этом цикле, если вы посмотрите на эту функцию drawGraph, здесь как раз у нас с вами используются два прямоугольника. Ищем эту функцию, вот она, drawGraph. И здесь у нас с вами в цикле, смотрите, выводятся два прямоугольника. Вот они. Верхний и нижний. И, конечно, у них есть, конечно, своя заливка. Красный и синий. RGB. Red. Здесь красный прямоугольник, вот этот верхний. А здесь, конечно, синий. Так, хорошо. Давайте посмотрим следующий файл. Сравним уже 17-й файл с 18-м. Так, берем 18-й файл. Что у нас с вами еще поменялось? Смотрите, мы с вами добавили сюда эллипс. Для того, чтобы можно было отобразить круговую диаграмму. Вот такую вот. То есть мы с вами будем использовать эллипс. Давайте посмотрим, что мы с вами сюда еще добавили. Так, эллипс заимпортировали. Листаем ниже. Изменили цвет заднего фона. Вот здесь вот такой поставили. Так, это мы с вами поменяем сейчас. И вот, смотрите, мы добавили сюда в горизонтальном расположении элементы чекбокса Interest, чекбокс Principal. Так, листаем ниже. Что еще добавили? Draw Chat. Создали новую функцию, которая будет отрисовывать круговую диаграмму. Тоже производятся некоторые расчеты. И с помощью Canvas устанавливаем цвет такой-то, красный, и рисуем эллипс. В следующем коде вы увидите, что мы здесь с вами будем отрисовывать уже два сектора. Сейчас пока что один сектор отрисовываем для теста. Так, листаем ниже и смотрим на вызов этих функций. Смотрите, также чистим экран и рисуем наш график. Хорошо, так и сделаем. Начнем с импорта. Добавим сюда эллипс. 17-й файл уже не нужен, нужен 18-й. Идем наверх, на импорт. Так, листаем ниже. Смотрите, эллипс добавился. Ну, копируем, также добавляем наш код. Идем наверх. Вот она линия. Добавляем сюда эллипс. Здорово. После этого мы с вами должны поменять нашу закладку. И вот эту заливку. В закладочке номер 3, смотрите, все единички стоят. Мы это с вами заменим сейчас. А в закладке номер 4 добавляется вот эта часть. Раскрываем наш КВ файл, вот эту КВ строку. Ищем закладочку номер 4. Так, это третья. Вот она, четвертая. И мы сюда с вами добавляем. Вот, смотрите. Вот эту часть, чекбокса. Вот она. Идет после вот этого canvas. Ну, давайте вместе с canvas и с айдишником chart мы все с вами выделим. Скопируем и вставим наш код. Так, КВ строка и ищем закладочку 4. Так, закладочка 4. Вот она. Вот, айдишник chart. То есть выделяем все, заменяем. Здорово. Давайте теперь запустим наш код, проверим. Открываем закладку чат. Вот, пожалуйста, Interest Principal. Так, а вот здесь мы с вами должны были еще цвет поменять. Листаем выше на закладочку номер 3. И вот здесь ставим на единички. Запускаем еще раз. График такой. Чат такой. Так, при нажатии на эту кнопку, конечно, рисуется пока что только график. Вот он. Здесь пока что только такие элементы. Это мы сейчас с вами поправим.
Листаем ниже, смотрим на вызов нашей функции. Саму функцию вот здесь мы с вами создали после drawGraph. Эту функцию просто сюда скопируем. Давайте эту функцию найдем. drawGraph. Вот она. И после этой функции drawGraph есть функция drawChart. Вот она. Мы ее просто копируем и вставляем после функции drawGraph. Вот сюда вот. Листаем ниже и смотрим на вызов наших функций. Вот здесь внизу. Смотрите, мы с вами очищаем наш экран. То есть эту функцию можем вообще закомментировать тоже, потому что ее результат очищается. И после этого рисуем наш график. Так и сделаем. Уходим в самый низ и копируем вот эти две команды. Уходим в самый низ и, конечно, их сюда давайте вставим. Так, отлично, мы с вами их вставили. Теперь можем запустить наш с вами код и посмотреть, что получилось. Нажимаем на эту кнопку Button 1. Смотрим график первый. Такой. График второй. Эллипс. Так, ну, часть сектора. Хорошо, давайте посмотрим следующий кусочек кода и уже, конечно, скорректируем отображение нашего рисунка, вот этого, нашего сектора эллипса. Это уже будет файл 20. Так, будем сравнивать с вами файл номер 18 и 20. Ну, двигаемся довольно быстро мы с вами по нашему коду. Скоро, видимо, завершать уже будем. Так, ищем различия. Различия в этой функции. Вот, drawChart. Здесь уже отрисовываются два эллипса. Смотрите, вот они, раз и два. То есть всю эту функцию просто перекопируем и запустим на выполнение. Так, что еще у нас с вами меняется? Больше ничего не меняется. Ну, здорово, так и сделаем. Берем 20 файл, ищем эту функцию drawChart. Вот она, ниже находится. Эллипс 1, эллипс 2. Выделяем весь ее код. Ищем здесь ее. Так, ниже drawGraph, вот здесь находится. И заменяем весь этот код. У нас теперь с вами два эллипса. И они, конечно, отрисовываются по координатам с рассчитанными секторами. Вот, angle start. Такой-то, разные сектора. Давайте запустим наш код на выполнение. И нажимаем на эту кнопку Button 1. Табличка появилась, график появился. И вот он, круговая диаграмма. Вот она. Круговая диаграмма. То есть, таким образом мы с вами теперь можем строить любые графики в нашем мобильном приложении. Конечно, для этого можно использовать другие библиотеки, но я хотел вам показать, как встроенными средствами можно легко отрисовать любой график на вашем экране. Ну, довольно быстро и интересно получается. Хорошо, теперь давайте мы с вами опубликуем наш проект на GitHub и также запустим автокомпиляцию нашего проекта, чтобы получить два исполняемых APK файла. Открываем два файла Buildozer и Travis YML. Меняем версию наших файлов. Версия 1.2 пускай уже будет. Здесь версия 1.2. Ну и, конечно, здесь версия 1.2 с такими тегами 1.2, 1.2. Здорово. Сохраняем эти файлы. И теперь запушим наши изменения на GitHub. Нажимаем сюда. Commit. Добавляем комментарий к нашему релизу. Так, чат and graph. Чат and graph. То есть добавили круговую диаграмму и график в наше мобильное приложение. Нажимаем Commit and Push. Берем Push. Здорово. 4 файла были отправлены туда, на GitHub. Теперь давайте запустим автокомпиляцию. Заходим в наш проект на сайте Travis. Нажимаем сюда, берем Trigger Build, берем Trigger Custom Build. Все, теперь у нас с вами через какое-то время на GitHub появятся два релиза. Вот в этом разделе, в релизах, версия 1.2 появится. Ну и, конечно, их можно будет скачать и запустить на вашем мобильном Android-устройстве. Если вы хотите увидеть, как этот код скомпилируется под iOS, то придумайте, как сделать так, чтобы у меня появился Mac. В таком случае я вам покажу, как скомпилировать под iOS и запустить на вашем iPhone. Сегодня мы с вами научились рисовать графики в нашем мобильном приложении на Python с использованием фреймворка KiwiMD. Делается это довольно просто. Если вам нравится такой контент и вы хотите больше такого контента, то поддержите этот проект. Нажмите на кнопочку «Спонсировать», либо перейдите по ссылочке в описании к этому видео. Всем спасибо за внимание.